Ну, а мы с вами таки сегодня, да, говорим про Шато дю Версай. У нас называется Версалем, так уж как бы исторически сложилось. И вот я хочу, чтобы вы посмотрели на эту красивейшую, почти полукилометровую горизонталь на самом деле. И хочу вам сказать, что изначально этот замок имел вот такие вот размеры. Вот видите, вот это место. Вот это оно. Но даже то, что я вам сейчас показал, не дает вам представления о том, что это было. Поэтому как бы я буду периодически к этому возвращаться. Но сначала хочу вам сказать, что все началось с того, что нелюдимый от природы, страдавший, как говорят, агорафобией, Людовик XIII вдруг однажды обнаружил это место, ему оно понравилось, он понял, что здесь можно построить охотничий домик. А он был специалистом по соколиной охоте, он написал несколько книг на эту тему. Если вы думаете, что это как бы чудачество некое, то как раз нет. Дело в том, что в начале 17 века это все было очень серьезно. И всякий уважающий себя дворянин считал просто необходимым владеть этим видом спорта, потому что тогда это был и спорт, и развлечение. Не говоря уже о том, что человек вообще был талантливый, он на самом деле и музыку писал, и если вы помните знаменитая там третья часть марлезонского балета, то вот марлезонский балет написал Людовик XIII, то есть он писал музыку. Он удачно женился на своей кузине, испанской инфанте Анне, которую вы все знаете, как Анна Австрийская, воспетая Дюма и историей с подвесками, которые уехали в Лондон к Джорджу Вильерсу, герцогу Бекингему, которые потом нужно было возвращать в Париж, к чему приложил свои ноги и прочие части тела Шарль Д'Артаньян. Так вот, они в браке прожили практически 20 лет. 20 лет как бы королева не могла дать Франции дофина. Дофин – это официальный титул наследника французского престола, но так же, как в Англии, например, принц Уэльский, да, мы все знаем, что речь идет о престолонаследнике. Так во Франции это дофин. Почему, собственно говоря, дофин? Дофин – это вообще дельфин. Будучи как бы наследником, этот принц всегда является владетельным князем Дофине. Дофине – это на юге Франции такое княжество, которое выходит к морю. На гербе этого княжества дельфин, самый настоящий. И, собственно говоря, от этого дельфина название Дофине, и, собственно говоря, отсюда происходит это слово «дофин», а как бы так это понравилось французам, что закрепилось, в общем-то, в языке. И с тех пор как бы все относятся к этому слову исключительно как к званию наследника. Так вот, наследник появляется практически 20 лет спустя после заключения брака. 5 сентября 1638 года родился мальчик, которого тоже назвали Луи. После этого родился еще один мальчик, которого назвали Филиппом, мы с вами тоже его увидим, но для нас имеет значение именно этот Луи, потому что сейчас я вам говорю про короля Солнца, про Луи XIV, которым, собственно, непосредственно связан этот дворец. И я вообще буду сегодня много говорить о нем, о его потомках, потому что Версаль – это, наверное, самое громкое, самое яркое, самое зрелищное высказывание о французском абсолютизме, когда монарху действительно принадлежит абсолютно все. Когда отец Луи XIV, Луи XIII, о котором мы как бы уже с вами немножко поговорили, нашел это место, он построил здесь маленький охотничий замок, где он с удовольствием уединялся и прятался от двора, прятался от своего, ну скажем так, наверное, главного помощника по жизни, кардинала Ришелье, который по большому счету являлся основным архитектором французского абсолютизма, но при этом был ментором короля. Удерживал короля от тех страстей, в которые вгоняла его природа, потому что Луи XIII в сексуальном смысле интереснее были мужчины, чем женщины. Поэтому, возможно, именно поэтому как бы с наследником пришлось подождать какое-то время. Король, безусловно, страдал от того, что как бы над ним был вот такой вот надсмотрщик в качестве Ришелье, ну и кардинал тоже, в общем-то, можно было только лишь посочувствовать его, потому что быть гениальным премьером при слабом монархе, а при всех своих талантах монархом Луи XIII был не очень сильным, да, это, наверное, было непросто. Но, тем не менее, надо отдать должное им обоим, когда в ноябре 1630 года, когда королева-мать Мария Медичи поставила перед сыном, перед Луи XIII вопрос ребром «или я, или кардинал», король заплакал, собрал вещи, уехал в свой охотничий замок Версаль, совсем маленький, вот сюда вот, как бы поохотиться. Королева-мать была абсолютно уверена в том, что она победила,
что вот сейчас ее сын примет правильное решение, кардинал в лучшем случае отправится в изгнание, как бы все будет конфисковано из его богатств, как бы от двора будут удалены все его люди, прежде всего несносный отец Жозеф, а королева опять возьмет в руки бразды правления. Дело в том, что кардинал взял и приехал сюда к королю, они поговорили. И буквально сразу же, через полчаса после начала их разговора, отсюда из Версаля в Париж поехали курьеры, и эти курьеры, после того, как они привезли как бы, послание от короля соответствующим лицам, в Париже начали арестовывать практически всех людей, связанных с королевой, с здравствующей королевой Марией Медичи. И к концу дня королева поняла, как сильно она ошиблась. Ее вообще отправили в изгнание, и все закончилось потом в Кёльне, в доме Рубенса, где она, собственно, умерла, и этот день вошел в историю как День одураченных. И произошло это здесь, в Версале. Одурачены они были именно в этом маленьком замке, который вы сейчас даже не найдете здесь. Но в 1642 году Ришелье, который, кстати, был достаточно молодым человеком, я вот недавно обнаружил, что он был на 2 года старше меня, когда он умер. Человек, который, в принципе, построил ту Францию Луи XIV, которую мы с вами знаем. Так вот, оставив полную казну, оставив, наверное, самое мощное государство на территории Западной Европы, оставив дворец Пале-Кардиналь, который потом станет Пале-Рояль в Париже, который, вы знаете, если в Париже были, который рядом с Лувром, умирает кардинал Ришелье, оставляет Луи XIII Францию и завещание, в котором он пишет, что обратите внимание на новоиспеченного кардинала Мазарини, он вам может заменить меня. Но Луи XIII не успел обратить внимание на Мазарини, потому что через год он тоже умирает. И кардинал Мазарини уже стал помощником и любовником вдовствующей королевы Анны Австрийской. Но к этому времени уже 5 лет юному дофину, который теперь восходит на престол под именем Луи XIV, и вот он в коронационных одеяниях, вот так он выглядел в Реймсе во время коронации. Если я сейчас начну вам рассказывать про все перипетии фронды, которая случилась в его детстве, то как бы где-то к 10 как бы мы с Версалем закончим. Поэтому я этого делать не буду, скажу вам только то, что детство его было страшным, потому что во Франции шла гражданская война, дворяне воевали с королевой и кардиналом Мазарини, король в это время вообще был как бы самой слабой фигурой на этой шахматной доске, но он рос. Он рос, он учился, он наблюдал, он на все это смотрел. Ну и, конечно, в конце концов, как в бессмертной оперете Имре Кальмана Сильва, один из персонажей говорит, и вот этот поросеночек рос, и выросла большая, что выросло, то выросло, говорит потом другой персонаж. И вот уже Луи XIV, которому 21 год, нет, извините, 23 года, потому что это уже 1661 год, и пишет его придворный живописец его в этот период Шарль Лебрен. Он всегда выглядел немножко старше своих лет, у него всегда был умный взгляд. Я думаю, что это связано именно с тем, что он прожил очень непростое детство. В 1661 году, почему я, собственно говоря, и показываю этот портрет, случилось очень знаковое событие для его жизни. Умирает Мазарини. Мазарини умирает, оставляя королю все, что он заработал за время своей работы премьер-министром. Дело в том, что вы же понимаете, что в истории все всегда происходит дважды, как писал Карл Маркс значительно позже, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Руководство Франции Ришелье можно считать вот такой вот драмой, трагедией, в высоком смысле этого слова. Руководство Франции кардинала Мазарини уже было вот таким вот фарсом, когда нужно было и королеву ублажать, как бы и деньги зарабатывать, потому что, в отличие от Ришелье, который родоплеменной французский аристократ, Мазарини у нас итальянец пришлый, который приехал с огромным семейством, у него куча племянниц. Кстати, надо отдать должное вот этому молодому человеку, у него было железное здоровье. У него любовницами побывали каждая из племянниц кардинала Ришелье. Но если не каждая, то Мария Манчини и Олимпия Манчини и Гортензия Манчини, то точно. А их вообще было, по-моему, 5. То есть 3 из 5, наверное, неплохой результат. Кардинал, конечно, очень хорошо, в общем-то, заработал. И уже умирая, как бы, он до такой степени побоялся, что он же все-таки князь церкви, он побоялся, что его ждет ад, что все награбленное он решил оставить королю.
И в какой-то момент Луи XIV понял, что он богат как крес. То есть у него, в принципе, очень приличное состояние, хотя его казна была до этого совершенно пуста. И на следующий день, извините, после смерти Мазарини, он приходит в свой совет и говорит министрам, которые там собрались, собственно говоря, чего? Они уверены, что он сейчас скажет, что ну а теперь как бы вот всем будет руководить, например, Николя Фуке, как бы, а я пошел играть в крикет. Но король сказал им: господа, отныне я буду сам своим премьер-министром. Править я буду сам. Первый момент, конечно, был шок. Королеве-матери Анне Австрийской вообще сказали, что мадам, вам нечего делать в Государственном совете, идите к своим фрейлинам, занимайтесь благотворительностью, всем тем, чем положено заниматься королеве. Королева, которая как бы привыкла за предыдущие годы, что, ну, в принципе, она регенша, она правительница, то есть она, понятно, вдруг решила, что она никто. Но ее и как бы всех остальных стали убеждать в том, что, ну, полноте, как бы, ну, вот он сейчас побалуется, как бы, и успокоится, и все вернется на круги своя. Но нет, не вернулось. И первое, что он сделал, он привлек к своему двору вот этого человека, это Шарль Le Brun. И для нас он имеет огромное значение, потому что все декоративное убранство Версаля, это все он. Он этим занимался до 1690 года, до самой своей смерти. И еще один человек, Андре Ленотр, который, ну, наверное, даже важнее, чем архитектор Луи Лево, который построил первый дворец Версаль на месте нынешнего дворца. Андре Ленотр – это человек, который организовал этот грандиозный парк. Потому что парк в Версале – это такой же, а может быть даже более важный арт-объект, чем сам дворец. И автором этого парка был этот совершенно гениальный человек. Ну и, конечно же, я не могу вам не показать вот эту вещь. Это тоже работа Луи Лево, как бы того же архитектора. Этот замок внутри оформлен Шарлем Le Brun, которого мы только что видели. И вот этот вот парк принадлежит гению Андре Ленотра, которого тоже мы только что посмотрели. Это шато Воле-Виконт. Этот замок принадлежал суперинтенданту финансов Франции в этот период, которым был Николя Фуке, который был настолько богат, что он купил себе виконство Во, собственно говоря, Воле-Виконт, да, это вот Виконт Во. Он купил титул маркиза Бель-Иль. Это был очень богатый человек. Но, опять же, его богатство было связано прежде всего с тем, что он из буржуа, но он был совершенно гениальным финансистом. И он так хорошо умел распорядиться финансами, что в результате вот. А в результате вот вы должны понимать, что король в это время живет то в Сен-Жермене, а это очень старый замок. Причем там два замка. Один старый замок, такой немножко готично-ренессансный, а другой новый, так называемый Шатанёв, построенный в конце 16 века, но который пришел в очень плохое состояние к этому времени. Либо он живет в Лувре, король, ну точнее даже в Тюильри он живет. И все вот эти вот дворцы, они уже в слегка потасканном виде, что связано и с Фрондой, как бы вот с этой гражданской войной, которая была в 17 веке. И когда король попадает сюда, а Николя Фуке устраивает презентацию для всех. То есть он приглашает короля, королеву-мать, юную королеву Марию Терезию, кстати, тоже испанку. Сюда приезжает как бы весь двор. То есть они приезжают, и у короля, что называется, варежка отвисает. Потому что он такого еще не видел никогда. То есть здесь вот этот вот грандиозный парк, это так называемый регулярный французский парк, где все подчинено симметрии, где прослеживается все то, что называется стилем Луи XIV или большим стилем, это будет так названо. Но вот тогда это только все зарождается. И на Луи это производит неизгладимое впечатление, вот весь этот пафос. Здесь фейерверки, здесь ставят вечером комедию Мольера, которую Мольер пишет специально для вот этой презентации, вот этого замка и приезда короля. И все бы хорошо, и все в полном восторге, и Фуке доволен, и все довольны, королева-мать его поздравляет. Недоволен только король. Король понимает, что он в своей стране никто. Что со времен Фронды ничего не изменилось. Как при Фронде, как бы принцы и герцоги позволяли себе все что угодно в его присутствии, как был эпизод, когда, причем все три сословия, понимаете, и духовенство, и дворянство, и горожане пришли в спальник к королю и сказали королеве: а ну-ка покажите нам нашего короля, он вообще жив там или вообще, или как? Или Мазарини правит за несуществующую персону.
И королева должна была показать короля в ночной рубашке, как бы этим людям, тогда они сказали, ну ладно, раз у нас есть король, хорошо, мы успокоились и пошли. Луи этого не забыл, вообще он этого не забывал никогда в своей жизни и за свои более чем 70 лет правления. Одно, кстати, из самых длинных в истории Европы. И когда он это увидел, то где-то что-то переключилось, вы понимаете? То ли, сказать о том, что как бы в короле как бы возникла зависть, да, скорее всего, что-то такое. Но он понял, что такая система обречена. Его правление обречено, если у него есть вот такие вот министры, которые могут себе это позволить, а король себе это позволить не может. Поэтому буквально в течение короткого времени, через полгода, Фуке был арестован, ему приписали абсолютно все финансовые махинации, которые можно было найти за последние 50 лет во Франции, к которым он даже не имел никакого отношения, и король настаивал на смертной казни. Смертная казнь была заменена пожизненным изгнанием и полной конфискацией абсолютно всего. И только тогда Луи успокоился, и успокоился двор. Но дело в том, что, вы понимаете, вот этой своей акцией он абсолютно всем сказал, что я тут главный. Поэтому все тихонечко. И все только с моего разрешения. А ему, на секундочку, 23-24 года. Понимаете? У него как бы только сексуальная жизнь началась. Он, в принципе, по большому счету, только сейчас выходит как бы в большие отношения с женщинами. Он влюблен в жену своего брата, английскую принцессу. Но, опять же, как бы брат проявляет больше интереса как бы к мужчинам, поэтому он особенно и не возражает. А тут, ко всему прочему, еще выясняется, что среди фрейлин как бы жены брата Генриетты английской маленькая хромоножка Луиза Лавальер, которую, когда он увидел, он понял, что эта баллонка создана для него. И она становится как бы его первой большой любовью. А вообще в его жизни, знаете, мне это напоминает, всегда есть такой замечательный анекдот, я его очень люблю, когда бабушка говорит внученьке: внученька, в жизни каждой женщины должна быть одна большая любовь. Внученька говорит: бабушка, в твоей жизни была одна большая любовь? Да, внученька. Моряки. Понимаете, это про Луи XIV. То есть у него в жизни была большая любовь, просто их было как бы очень много, этих больших любовей. И мы с вами в конце концов приходим к тому Версалю, который строит для Луи XIV Луи Лево. И, собственно говоря, вот то, что вы видите, это так называемый мраморный двор. Это центральная часть дворца, причем часть дворца, которая смотрит на восток, на Париж. Вот, собственно, вот это все, это и есть очень сильно перестроенный охотничий замок его отца Луи XIII. То есть вот такая буква «П», я имею в виду, если мы говорим про кириллицу, да, то, и, собственно говоря, это все. Я хочу, чтобы вы запомнили вот эти 3 окошка на 2-м этаже за вот этим балкончиком. Они нам будут нужны. Мы с вами, когда пойдем внутрь, я вам скажу, что вот это оно. Вот. А еще хочу показать вам, вот, как это выглядит в другую сторону. То есть вот эти вот как бы крылья буквы «П», да, этот мраморный двор, а дальше у нас так называемый курдоньер, двор чести, как бы, почетный двор. Там золотая решетка, там ворота, туда, куда пускали не каждую карету. То есть в этот двор, как бы в карете, могли въехать прямые родственники короля, принцы крови, иностранные принцы и особы, которым лично король даровал эту привилегию. Все остальные свой транспорт оставляли там, далеко за воротами, и пешочком сюда чесали. И, конечно, чем интересен Версаль, тем, что Луи заставил абсолютно всех герцогов, баронов, графов, маркизов, пэров Франции бросить свои шикарные замки, свои шикарные дворцы по всей стране и устремиться сюда. И селиться рядом с королем. Причем селились они здесь в нечеловеческих условиях. То есть это реально были внутренние переселенцы, которым было необходимо находиться рядом с королем ради получения определенных благ этой жизни. И вот, смотрите, вот этот вот тот дворец, который Луи Лево строит первоначально в Версале, на месте вот такого вот маленького замка охотничьего, который принадлежал Луи XIII, это было вот здесь, а Луи Лево вот он расстраивает это еще вот такими вот отдельными павильонами, и вот уже разбит, собственно говоря, разбит парк. Первое грандиозное, самое большое, что было сделано, был сделан вот этот вот именно регулярный парк. Регулярные парки – это французское изобретение. Здесь четкая симметрия. Вы знаете, мы с вами в наш век постмодернизма принято все это ругать.
Говорит, ой, ну нет, ну я люблю Прованс, я люблю, когда вот там горшочки наставлены, это все в каком-то таком разнобое, это эклектика, это так прекрасно, и там у нас альпийская горка, там водопадик, и вот это вот все немножко так неряшливо и очаровательно. Да, очаровательно, это тоже красиво, все может быть красиво. Но вот этот парк, это что-то совершенно необыкновенное. Я, когда много лет назад туда попал первый раз, мне страшно повезло в жизни. Вот я вступил в этот парк, а над ним висела музыка Жана Батиста Люли, который на самом деле, конечно, Джан Батиста, потому что он итальянец. Но это был главный, как бы первый музыкант короля в это время, и вся музыка, под которую король танцует, а король в своей юности только и делает, что танцует. Есть замечательный фильм, который так и называется «Король танцует», снятый в 90-е годы, если не ошибаюсь, французский. Если будет возможность и желание, посмотрите, это того стоит. Это красивейшая музыка, это съемки прямо в Версале, ну, это очень красиво. Там очень удачный Людовик, Луи XIV, да, 3 своих возраста, это прекрасно. И вот эта музыка, она вот именно звучит над всем вот этим вот огромным парком. Это потрясающее зрелище. И, конечно, вот именно в этой связке надо рассматривать французский регулярный парк, когда это работает как то, что Вагнер называл Gesamtkunstwerk, то есть синтез целого ряда искусств. И вот как выглядели, например, мольеровские постановки, которые ставились здесь же, вот прямо в мраморном дворе Версаля. И вот сидит король, сидит королева, сидит, скорее всего, Филипп Орлеанский, его младший брат, и представление, которое происходит вот здесь, на территории мраморного двора. Вот музыканты, уже как бы в оркестровых ямах, как мы с вами привыкли. Ну, а вот это вот сидят как бы особо приближенные люди. Это вот все те внутренние переселенцы, которые приехали и вынуждены торчать вот здесь вот, рядышком с королем. И это, конечно, именно та эпоха, когда выкристаллизовывается имидж и роль Луи XIV, о котором мы все знаем, что он сказал: государство — это я. Да? Мольер читал однажды, еще до постановки, он читал в одной из гостиных Версаля, он читал своего Тартюфа. Присутствовал, конечно, двор, присутствовал король, королева-мать еще была жива. А надо сказать, что Луи разработал уникальный дворцовый этикет. То есть правила, которым должны были следовать абсолютно все придворные, правила, по которым они должны были жить. Безусловно, это было разумно, потому что, представьте, у тебя в доме толчется там порядка 3000 человек. Их надо как-то организовать. И, собственно говоря, этот этикет организовывал всю эту толпу. И частью этого этикета было то, что король ест, все остальные за этим наблюдают. Король ел. Причем надо отдать должное Луи XIV, который был не очень высокого роста. Кстати, поэтому он любил высокие каблуки. Это он ввел моду на высокие каблуки, потому что приехали персы, а у персов сапожки были на высоких красных каблуках. И Луи увидел и сказал: о, то, что надо. Как бы с тех пор обувь короля была на высоком красном каблуке, и только он имел право носить 7 сантиметров, все остальные ниже. Так вот, он ел, да, все остальные за этим всем наблюдали. Мольер читал своего Тартюфа. В какой-то момент, а Мольер же, как всегда, он смеется над святошами и над врачами. Как бы и то, и другое для королевы-матери, она была уже как бы в летах. Это было святотатство, и она, значит, протестуя против того, что читал Мольер, она встала и, шурша юбками, как бы удалилась. Ну, Мольер немножко как бы расстроился, так остановился, а король, значит, сидит, ест. И говорит: Мольер, читайте. Он говорит: ну, ваше величество, королева, читайте. Что вы вообще переживаете? Ну, я переживаю, как к моей пьесе отнесется Франция. Бросьте, Мольер. Франция сидит перед вами и ест цыпленка. И вот в этом был весь Луи. Вы знаете, я думаю, что при всем при том, у меня очень сложное отношение к этому человеку, но я думаю, что где-то внутри он был художником, но он был художником-акционистом. Не живописцем, не графиком, это были такие акции. Ну и вот как это выглядит сейчас. Ну и еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот эта часть, вот только вот это вот тот вот маленький охотничий замок Луи XIII. А все остальное уже выстроено Луи Лево и следующими архитекторами, которые здесь работали. Вчера вот в этом месте, вот здесь, горела вот эта крыша.
Может быть, вы это видели. Мне вчера прислал Дима Терновой, говорит, ну, елки, так обидно, у тебя завтра лекция, а Версаль неизвестно, доживет, не доживет. Ну, и Версаль благополучно дожил. Ну, и повторяю, что вот они 3 окошка, которые нам с вами будут нужны, запомните их. Вот здесь 2 входа, 1 и 2, очень удобно. Сейчас сюда заходят туристы. Раньше это был вход короля, это был вход для королевы. Да, не сказал, наверное, очень важную вещь. Я все-таки из чистейшего гуманизма хочу сказать, что если все-таки эту нашу встречу будут смотреть у нас на канале люди, которые сейчас, допустим, находятся в Париже и которые захотят сейчас поехать в Версаль, то они должны знать, что сделать это очень просто. В Версаль идут электрички, которые как бы интегрированы в систему метро Парижа. Очень удобно, можно сесть на эти электрички в самом центре города. Это можно сделать на набережной Сен-Мишель, это можно сделать около музея Орсе, о котором мы говорили в прошлый раз. Единственное, что надо понимать, что надо идти не в метро и платить не за метро, а это как бы система электричек, которая называется RER. Это вот такое R и R, но по-французски читается RER. И вот эти вот электрички, они, кстати говоря, надо отдать им должное, у них остановки, они не так часто, как остановки метро в Париже, они как бы гораздо длиннее, и вот можно прямо домчать до Версаля. И, честно говоря, я не помню, сколько стоит доехать в Версаль, ну, дороже, чем обычное метро, конечно, ну, и сам вход во дворец, это около 20 евро на сегодняшний день, но дети там до какого-то возраста и студенты, по-моему, имеют вообще право проходить бесплатно, что, по-моему, очень приятно. Ну вот еще один вид на это же место, только как бы с более дальнего расстояния. Я хочу вам показать, что вот, собственно говоря, это въезд и ворота в Кур-Д'Онёр, который вот здесь, вот куда вот как бы, ну мы с вами, как не принцы, как бы не сможем въехать, мы сможем только сюда доехать. Вот эти уже здания, они построены Ардуэном, Мансаром и Габриэлем, тоже об этом поговорим. Это капелла королевская, которая вмонтирована во дворец. Ну как дворец без капеллы, понимаете? Ну как, знаете, настоящий пионерский лагерь должен иметь медпункт. В то время как бы жилье феодала, тем более крупного феодала, тем более наглого феодала, должно было иметь свою собственную церковь. Ну и я вам показываю вот эту вот бесконечную очередь, как бы я однажды сюда приехал, я подарил себе Версаль на день рождения. И мы сюда приехали, а туда шла очередь, она, знаете, таким, это называется по-гречески, по-моему, бустрофедон, ход быка. Вот таким вот вензелем, значит, стелилась по вот этой вот мостовой, как бы, эта очередь, вот в несколько таких вот завитков, и потом поворачивала вдоль вот этой вот решетки и шла туда. Вот там кассы, там надо было оплатить, как бы, и нужно было заходить там. И как в том анекдоте, да, как вы стали проституткой, повезло. И вот мы стоим с другом, да, как бы, и я понимаю, что, ну, блин, мы сейчас 3 часа, я 3 часа своего дня рождения, хотя 10 утра, да, потрачу на эту очередь, а может быть и больше. А рядом стоят мексиканцы. А мексиканцы стоят с большой картой как бы Версаля и обсуждают, куда они пойдут. А сколько же идти до Трианона, говорят. А сказать, до Малого Трианона, это же долго идти. Я им говорю, что нет, что вы, это быстро. На самом деле тут по вот этому парку, ну это полчаса таким вот шагом в развалочку, и мы начинаем говорить, а вы откуда, а мы с Украины, а мы из Мексики, как бы. И как-то так получилось, что мы оказались в том вензеле, в котором стоят эти мексиканцы. А в соседней дуге, там, как вот мы же двигаемся все время, да, там оказались еще какие-то испаноязычные люди, я уже не помню, о чем мы заговорили про музей Прадо. Они говорили, а большая коллекция, небольшая коллекция, в Прадо больше, ой, да, наш музей Прадо, ну, испанцы, как, ну, все люди гордятся своими странами. Мы перестраиваемся еще в соседнюю очередь. То есть, короче говоря, мы, в общем-то, сэкономили, наверное, полочереди так, ну, прилично. Это было, конечно, очень приятно. Поговорили с кучей людей, они потом нас ловили в парке, просили сфотографироваться с ними. И вот посмотрите, как это выглядит сверху. Вот весь этот партер, вот эти 2 зеркала,
это на самом деле пруды. И вы знаете, как это красиво? Вот все-таки, как это красиво. Когда Луи XIV, Андре Ленотр, извините, показывал план как бы всех вот этих вот газонов, это король сказал: я здесь хочу 2 озера. Зачем, сказал садовый архитектор. А король сказал: это 2 зеркала. Одно зеркало для моей жены, а другое для любовницы. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вот только вот здесь, только вот это место, это то, что было маленьким охотничьим замком Луи XIII. А вот это вот все строится при Луи XIV. Единственное уточнение. Вот здесь, в этом месте, Королевская опера. Ее здесь не было, она построена уже при правнуке Луи XIV, при Луи XV, но в любом случае как бы здание это уже при Луи XIV было построено. И вот это место, мы с вами сюда придем, это для нас важно. Здесь у нас апартаменты короля, здесь у нас апартаменты королевы. Ну, я вам не могу не показать, конечно, это очень важно. Это Жюль Ардуэн Мансар, архитектор вот Версаля в том виде, который вы только что видели, который работал над дворцом уже после Луи Лево. Он потомственный архитектор. Некоторые даже французы считают, что мансарду придумал он. И мансарда, она, собственно говоря, и называется мансарда, потому что он мансард. Но на самом деле мансарду придумал его двоюродный дедушка, который тоже был архитектором, и которого звали Франсуа Мансар, который построил, вы все знаете это место, вы все знаете площадь Риц, Вандомскую площадь в Париже, отель Риц, откуда в свою последнюю поездку на Мерседесе уехали Доди Аль-Файет и принцесса Диана Уэльская. Так вот, всю вот эту вот площадь, весь этот архитектурный ансамбль, ее построил Франсуа Мансар. И там на крышах огромное количество мансард. Мансарды существовали до них, до всех. В этом очень легко убедиться, потому что когда мы с вами смотрим на замки Блуа, Амбуаз на Луаре, мы везде на крышах видим мансарды. Но вы понимаете, тогда это был тупо чердак. А Франсуа Мансар придумал организовывать там апартаменты для жилья. И, собственно говоря, благодаря этому как бы вошел в историю как человек, который придумал жилье под мансардами. В результате в XIX веке это станет Монмартром, оттуда Богема, знаменитая опера Пуччини и так далее. Вот. А Жюль Ардуэн Мансар у нас строит Версаль. Но он строит не только Версаль. В Париже он строит собор Дома инвалидов. Самый золотой купол, который торчит над Парижем, кстати говоря, вот он. И в этом месте с 1840 года нашло упокоение тела императора Наполеона I, которого перевезли специально с острова Святой Елены, и он похоронен там, в красном порфировом саркофаге. А это еще один человек, которому мы обязаны тем, что сегодня у человечества есть Версаль. Это Жан-Батист Кальбер. Это совершенно гениальный финансист, который пришел на смену Николя Фуке, который отличался просто патологической честностью, что короля, конечно же, очень устраивало. И, собственно говоря, финансовый гений этого человека – это успехи Франции первой половины царствования Луи XIV. Собственно, за это он получает вот этот вот орден Святого Духа, который красуется на его плаще. Я вам показываю вот эту вот королевскую семейку для того, чтобы вы увидели вообще, как люди в этот период, как они относятся к себе, к королевской семье. Да? Здесь королевская семья представлена как олимпийские боги, где король у нас, безусловно, Юпитер, то есть король богов. Да? Все остальные леди, которых вы здесь... Вот это вот так называемая великая мадемуазель, это дочь принца Канде, это одна из самых как бы старших и важных принцесс при дворе. У нее, видите, вот этот полумесяц на голове. Она типа Диана, типа Артемида, богиня охоты, покровительница Луны. Все остальные тоже с намеками на какую-то божественность. И тут наверняка есть что-то венерическое. И вот это вот у нас королева-мать Анна Австрийская, вот это вот у нас юная королева Мария Терезия. Так интересно, они так похожи. Они, безусловно, тетушка и племянница. Потому что Мария Терезия – это дочь родного брата Анны Австрийской. Они похожи
как родные сестры на самом деле. Ну и здесь уже появляются юные принцы, потому что королева уже только, собственно говоря, и делает, что рожает. Вообще, надо сказать, что, девочки, как бы вам это будет интересно. У них с Луи, у них был очень хороший, прочный брак. Он был построен на очень четком и очень честном партнерстве. Потому что он ей прямо сказал, что «Мадам, я французский король, французскому королю положено иметь официальных фавориток, желательно несколько на всякий случай. Поэтому как бы, ну, смиритесь с этим. Но я, как честный человек, я 2 раза в неделю буду делить с вами ложе». Хорошо, хорошо, все как бы замечательно. Все решили, всех все устраивало. Кстати, что интересно, здесь есть, вот она, Генриетта Английская, дочь казненного короля Карла I, которая вышла замуж за Филиппа Орлеанского, но умерла при невыясненных обстоятельствах. До сих пор непонятно почему. Достаточно молодой, и Филипп тогда уже женился вторым браком. Ну и сейчас я вам показываю то, что уже не существует. Это так называемая лестница послов, которая существовала в Версале. Вот обратите внимание на этот мрамор. Здесь его используется много в отделке. Вообще в Версале использовали мрамор 2 видов, с севера и с юга, из Пикардии и из Лангедока, из Пиренеев, красный и зеленый. И вот эта лестница, она в какой-то степени, она просто апофеоз использования вот этого мрамора. К сожалению, она не дожила до наших дней. Хотя вы же видите, что здесь не только мрамор, здесь еще и росписи, вот эти вот иллюзии, обманки так называемые, трамплей, да, что здесь вот за вот этим простенком еще что-то есть, какие-то люди. Ну, конечно же, это живопись. Ну и, безусловно, бюст самого Людовика XIV. Ну, она, к сожалению, не дожила, потому что при будущем царствовании было столько королевских детей, что нужно было им всем устраивать апартаменты, и лестница была просто сокращена за ненужностью. Решили, что послов можно привести по одной из других лестниц. Вообще лестниц в Версале около 40 было в этот период. То есть, ну, ею просто пожертвовали. Ну, а скорее всего, что выглядело это вот так. Это Жером в 19 веке, он вот так вот представляет, как на этой самой лестнице послов Луи XIV принимает своего дядюшку, гениального полководца Луи де Бурбона, принца Канде. Вот он здесь изогнулся в поклоне. Ну, а вот, собственно говоря, король, и вот все они, кто вот здесь постоянно при нем находится и наблюдает, как он завтракает, обедает и ужинает. Ну, а теперь я хочу, чтобы вы вспомнили те 3 полуарочных окошка, точнее арочных окошка, которые я вам показывал, когда мы с вами смотрели на мраморный двор, и я сказал, что запомните эти окна. Вот эти окна находятся в этой комнате. Это королевская спальня. Вы понимаете, что сделал Луи? Он сделал не тронный зал, не зал совета, не свой кабинет. Он сделал свою спальню центром своего дворца. И суть в чем? Окна выходят на восток. Король солнца встречает солнце. И ретранслирует это солнце всей остальной Франции. Кем он работает? Правильно, главным роутером. Без него как бы во Франции не будет солнца. Он его раздает, он провайдер. Эта спальня, она сохранила свой вид при Луи XIV, при Луи XV, Луи XVI. Здесь они отходили ко сну, здесь они просыпались. И это тоже целый церемониал. То есть за вот этой балюстрадой, которая вот тут вот вы ее видите, да, вот там она открывается в центре, и туда могли заходить очень избранные как бы придворные, все остальные находились здесь. То есть практически весь двор, ну как весь двор, особо приближенные люди. Смотрите, какое счастье. Это 8 утра, а ты уже должен здесь стоять в напудренном парике, уже одетый, при всех орденах, присутствовать при том, как король просыпается. Ну, я человек, который любит поспать подольше. Я просто счастлив, что я не герцог, не граф и не пэр Франции. И мне не надо было в ту эпоху вот там вот находиться. А они все должны были это делать. Страшная жизнь. Кстати, бюст работы Лоренцо Бернини здесь же. Ну, а это спальня королевы. Вы не подумайте, ну как бы можно подумать, да, что вот она такая более роскошная, чем спальня короля. Дело вот в чем. Спальня королевы, она несколько видоизмененная, потому что
В этом месте находилась спальня королевы Марии Терезии, жены Луи XIV. В этом же месте была спальня королевы Марии Лещинской, жены Луи XV. И спальня, которую вы видите, это переоборудованная, более усовершенствованная, потому что, ну представьте себе, сюда въехала юная королева Мария Антуанетта, в конце XVIII века жена Людовика XVI, а тут сплошной антиквариат. То есть в какой-то момент, ну, конечно, ей хочется, чтобы все было по-модному, красиво, как мы любим, в рококо, как бы. И это все оформляется в стиле рококо. Поэтому эта спальня, она, конечно, по стилю немножко выбивается из версальских апартаментов. Она как бы более новая, потому что, ну, Луи XVI, он боготворил жену, позволял ей все, поэтому Мария Антуанетта творила вообще все, что хотела. И поэтому, конечно, спальня очень красивая. И вот здесь, в этой спальне, на этой кровати, как бы рожались абсолютно все королевские дети. Ну и раз у нас с вами как бы такая спальная тема альковная, то нельзя не сказать, что Луизу Лавальер, любовницу Луи XIV, сменила ее лучшая подруга Атенаис де Тенешарант, которая скоро станет маркизой де Монтеспан, и которая практически 15 лет будет главной фавориткой Луи XIV. И вот этих вот всех детей, которые вы здесь видите, это все дети короля. И это был первый случай в истории Франции, когда дети были узаконены. И у них у всех были апартаменты в Версале. И у маркиза Монтенон тоже были апартаменты в Версале. В какой-то момент, когда эта женщина решила, что ну все, она поймала фортуну за горло и держит ее навсегда. И что в принципе, ну вот, не дай бог, что станет с королевой, как бы она в принципе уже и официально, и неофициально займет место королевы. И детям нужна хорошая воспитательница, учительница, гувернантка, ну вот кто-то такой. И перебирают кучу придворных дам, никто не подходит, кому-то не хватает ума, кому-то не хватает образования, кому-то еще чего-то, кому-то усидчивости не хватает, кто-то просто не любит детей. Каким-то образом кто-то говорит маркизе Монтенон, что не забыла ли она про свою давнюю подругу своей юности, Франсуазу де Биньи, которая потом стала женой знаменитого поэта Скорона. Она сейчас овдовела, она ведет уединенный образ жизни, она нуждается в деньгах, у нее своих детей нет, но детей она обожает, может быть, стоит на нее посмотреть. И она приглашает свою давнюю подругу, а для женщины, как бы, которая добилась вот такого успеха, которая звезда, приблизить подругу из своей юности, и вот оттуда сверху как бы периодически ей махать и говорить, ну вот, теперь ты тоже со мной. Как бы, ну это же удовольствие, согласитесь. И Франсуаза де Бинье, она же вдова Скорон, прибывает в Версаль, Атенаис де Монтенон знакомит ее с детьми. Дети сразу полюбили эту женщину, они уже душа в душу, она с удовольствием ими занимается. Ее представляют королю, а королю тоже понравилась эта барышня, хотя она была немножко его старше. В какой-то момент, там, придя, навестив детей, король начинает разговаривать с гувернанткой своих детей, обнаруживает, что очень умная женщина, очень интересно общаться, как у Вишневского, да, любимая, да ты и собеседник. И вот они общаются, и король понимает, что ему интересно, интереснее и интереснее. И он все чаще заходит к детям, своим детям и детям маркиза де Монтенон, ради того, чтобы поговорить с гувернанткой. И все эти разговоры заканчиваются тем, что маркизе де Монтенон говорят в какой-то момент, ну все, мадам, хватит, поезжайте. А ваши апартаменты займет эта женщина, займет Франсуаза де Биньи. Я прошу прощения, я уже несколько раз назвал Монтеспан, Монтенон, ну потому что они похожие слова, конечно, да, это Монтеспан. А женщина, о которой мы с вами сейчас говорим, она станет маркизой де Монтенон. Вот она, и как бы вот это она уже вот в том возрасте, ну как бы ей уже далеко за 50, когда они познакомились с Луи XIV, у нее здесь требник вот в этом месте, вот в руке, да, она в это время уже была очень набожной, она
была неплохим теологом, она хорошо знала Священное Писание, с ним можно было об этом поговорить. Она рассказывала королю, как всю свою жизнь он неправильно себя вел. Она была первой женщиной, которая ему сказала о том, что Бог все видит, поэтому надо потихонечку готовиться к этому. Вам, сир, уже далеко за 40, поэтому давайте мы с вами почитаем Евангелие, сходим лишний раз на мессу. А у короля появляются духовники, которым он исповедуется, что с ним раньше бывало не часто, при всем при том, что хорошо, что вы сидите. Это она же, но на 20 лет раньше. Это когда она была женой Скорона, когда она была женой этого гениального поэта, когда в дом приходили интеллектуалы, в дом приходили самые веселые люди, Ла Фонтен, Мольер, когда она была музой их всех. И она провела достаточно бурную молодость. Еще более бурную, чем провел Луи XIV. Ну и вот эта вот женщина упрекала его в том, что он ковыряется пальцем в носу. Да, и, собственно говоря, вот она становится в результате маркизой де Монтенон, он дарит ей этот титул, та была Монтеспан, это Монтенон, запомнить очень легко, главное не перепутать, как я несколько раз уже сегодня. Более того, в 1683 году умирает королева Мария Терезия. И не проходит и года, как Луи XIV делает предложение этой женщине, и они поженились. Она его марганатическая супруга, как это принято называть. То есть, если бы у них были общие дети, эти дети не имели бы права на наследие короля, только на ее наследство, но детей у них не было. Я вам хочу показать Луи XIV, какой он уже теперь. Вот совсем взрослый мальчик, то есть мальчик вырос, вот он уже вот такой вот, он уже немножко повоевал, ему удалось усмирить Голландию, он держит за горло Англию, он чувствует себя монархом номер раз на территории Европы, и таким, собственно говоря, его изображают художники. Жалко, что во второй половине жизни все это пойдет прахом, конечно. А я вам сейчас показываю один из самых красивых залов в Версале. Это зал Меркурия, он очень большой. Здесь проходили все балы. А это то, на чем мы едим. То есть это одна из комнат, где выставлены приборы, которыми реально пользовался французский король. И вот здесь два кресла, то есть кресло для короля и кресло для королевы. Вот эти пуфики, которые вы здесь видите, это те сидения, на которых имели право сидеть, опять же, принцы крови, иностранные принцы, эти люди, которым король специально даровал это разрешение, все остальные стояли, смотрели, как король ест. Это так называемый зал совета. Вы знаете, я не знаю почему, но эта комната, она всегда такая очень темная, хотя здесь очень много зеркал. Я здесь был 3 раза, и каждый раз она была темной. То есть, снять ее как-то иначе просто не получается. Она интересна тем, что здесь реальный стол, принадлежащий Луи XIV. Дело в том, что здесь вообще с мебелью беда. Потому что, смотрите, в конце царствования Луи XIV была финансовая катастрофа. Но вы же помните, король сказал: «Государство – это я». И когда он это сказал, то он имел в виду, что он несет всю ответственность за все то, что происходит. И когда бюджета не было вообще, он сделал то, что он собрал всю мебель в Версале, а вся мебель в Версале – это была основа из литого серебра. А все остальное, конечно же, подушечки. Так вот, всю эту серебряную мебель пустили в переплавку. В Версале было несколько стульев в этот момент, это уже начало XVIII века, это страшная война за испанское наследство, которая стала для Франции катастрофой. Хотя такая очень своеобразная катастрофа. В принципе, Луи хотел посадить на испанский престол своего внука, он это сделал. Но считается, что Франция проиграла войну. Это тронный зал, это зал Аполлона. Это, скажем так, стационарный тронный зал. Но трон чаще всего выносили во время очень важных церемоний в другое помещение, которое мы с вами увидим. Но его здесь тоже нет, потому что сначала при Луи он был, при XIV был из литого серебра, опять же пустили в переплавку. Следующие короли, которые им пользовались, они его восстановили. Но вы же знаете, что стиль рококо, в отличие от всех остальных художественных стилей, которые плавно перетекали из одного в другой, а стиль рококо, он заканчивается в одночасье, и мы точно знаем когда. Он заканчивается примерно в 6 часов вечера
14 июля 1789 года. Парижане берут Бастилию. Стиль рококо заканчивается. Так вот, рококошный трон, который стоял вот в этом месте при Луи XVI, ну и, конечно, его раздолбали революционеры, куда они его дели, куда они продали и пропили, как бы история об этом умалчивает. Поэтому сейчас здесь ничего нет. Просто вот это место, где он когда-то стоял. Ну, это вольта потолка вот этого салона Аполлона, где стоял трон. Ну и сейчас я специально показываю вам вот эту вот часть дворца, потому что мы уже сюда подошли. Мы с вами сейчас начнем отсюда. Это север, это юг. Весь этот фасад смотрит на запад. Ну и пойдемте по апартаментам. Это зал войны. Здесь огромное вот это вот овальное панно работы Антуана Куазево. Это очень модный скульптор эпохи Луи XIV. Луи XIV во славе, на коне, слава держит венок над его головой. Страшно красивая вещь. Вот здесь, мне всегда, кстати, это было интересно, и вам об этом скажу. Вот тут вот, здесь два вензеля, буквы «Л». И вот почему их две, я, честно говоря, не знаю. Одна «Л», ну понятно, Луи, да? И где-то кто-то мне рассказывал, что вторая «Л» это как бы номер 14, но не как 14, да, а как числительное. 14. Якобы при Луи XIV это числительное записывалось тоже буквой «Л», поэтому две «Л». Но это, ну, как бы гипотеза, которую мне рассказывали. Почему так, я не знаю. Поэтому, если вдруг что-то вам об этом известно и расскажете, буду крайне благодарен. Ну и, наконец, мы с вами переходим в главное помещение этого дворца, так называемая зеркальная галерея. Это гений Жюля Ардуэна Мансара и короля. Дело в том, что вы будете смеяться, но король принимал самое активное участие в разработке абсолютно всего. И есть гипотеза, версия, да, что вот этот вот прием, который здесь использован, где вот с этой стороны окна, арочные окна, а с этой стороны вот точно такие же арочные окна, но в них вставлены зеркала. И получается, что вот эти зеркала, они отражают еще раз эту галерею. Ты, когда туда попадаешь, она гига, она и так не маленькая. Она, я вам хочу сказать, длиной 70 метров. А еще плюс вот эти зеркала, плюс окна, вид, который открывается на парк, сейчас будем смотреть. То есть это все ее делает гигантской. Вот эта вот высота, потолок, расписанный лебреном, вот эти вот канделябры, эти люстры, это все сверкает, это все необыкновенно красиво. Так вот, именно в эту галерею в определенных ситуациях, в самых важных, скажем так, выносили королевский трон, и здесь проходили как бы все основные мероприятия двора, и отсюда вот где-то здесь есть дверь, которая ведет в королевскую спальню, можно было попасть отсюда. То есть наоборот, не отсюда попасть, а король из своей спальни выходил сюда, в галерею, вот через одну из дверей, которая находится вот здесь. Выход короля был всегда в 10 утра. Особо приближенные, самые несчастные люди, там они утром у короля в спальне, а более счастливые, но менее приближенные, они в 10 утра здесь, как бы как нормальные люди, как бы успели, приехали, все хорошо. Я когда попал сюда первый раз, здесь была выставка папских тронов. И, кстати говоря, вот здесь стоят вот эти вот носилки папы Пия VII, который был в плену во Франции во время Наполеона, как бы, и это все там тогда осталось. Ну, тоже как бы интересная была экспозиция. Ну, вот так вот выглядит еще один как бы взгляд на этот потолок, полностью расписанный лебреном. То есть я, честно говоря, всегда, как бы, я когда это все вижу, я понимаю, все там Микеланджело, потолок Сикстинской капеллы, замечательно. Но дело в том, что это пространство не намного меньше. То есть здесь тоже надо было положить жизнь на все вот это. А Лебрен расписал не только этот потолок, как бы вообще все остальное, что в Версале. То есть как его на все это хватало, нет, я, конечно, понимаю, что у него были помощники, но тем не менее. Ну вот еще один взгляд с другой стороны на это пространство. Тут важно вот что. Вот эти вот зеркала, вы знаете, вот с зеркалами интересная тема. Дело в том, что... Почему их так много? Да? Почему? Откуда взялся этот прием? Тут важно то, что Кальбер, которого мы с вами уже видели, гениальный финансист, он переманил из Венеции зеркальщиков,
которые в Венеции делали зеркала. А в Венеции вообще была монополия на зеркала. То есть зеркала больших размеров, вообще зеркала, делали только в Венеции. Была эпоха в истории человечества, когда небольшое вот такое вот зеркало стоило как фрегат. И как бы иметь зеркало это было просто счастье. Как бы. И заполучить вот таких вот мастеров, которые сделают все вот это вот, а Кальбир их заполучил и каким-то чудом уговорил их остаться во Франции. То есть просто их перекупил. И поэтому как бы здесь все вот в этих зеркалах. И конечно, французскому королю завидовали абсолютно все. Ну и вот эта часть потолка. Здесь у нас Франция венчает Людовика XIV. Здесь Франция, тут может быть плохо видно, но вот естественно как бы синий плащ, расшитый золотыми лилиями бурбонов. И святой Михаил здесь даже вот он со щитом. А на щите, понимаете, не лик Господин, а лилии дома бурбонов. Ну вот еще один такой плафон, где Юпитер, в роли Юпитера угадайте кто. Вот как раз одна из тех церемоний, которые проходили в зеркальной галерее, куда принесли, собственно говоря, вот тот вот самый серебряный трон. Да, вот такая хреновина, как бы достаточно крупного размера. И что здесь происходит? Вы понимаете, это не просто как бы церемония. Здесь имеет значение сюжет, потому что здесь целая Европа практически кланяется Франции, потому что человек, которого избрали генуэзским дожем, он не имеет права покидать территорию города Генуи и территорию Генуэзской республики. А так получилось, что где-то там, значит, у северо-западных берегов Италии генуэзский флот обстрелял флот французский. Король был так возмущен, что он сказал: или война, и мы вашу лавочку закроем в 24 часа, или ваш дож приедет ко мне в Версаль и лично принесет свои извинения. Но Людовик Людовикович, как бы, не принято генуэзскому дожу покидать, а меня не волнует, сказал Луи. Вот или война, как бы, или... И первый случай в истории. Дож Генуи покидает пределы Генуи, он приезжает в Версаль и приносит лично свои извинения Луи XIV. Обратите внимание на жест короля. Он как бы говорит: ну, голубчик, ну как же так? Так нехорошо получилось, в общем-то. Это, конечно, волшебная вещь. Ну и вот я вам обещал, как выглядит Версальский парк из окон вот этой вот 70-метровой зеркальной галереи. И здесь вот это вот фонтан Латоны, ну а дальше большой газон, вот в этом месте фонтан Аполлона, большой канал. Ну и мы с вами, насколько я понимаю, скоро пойдем в парк. Это южная сторона фасада, которую мы с вами смотрели. Это так называемый зал мира. Вот 3 раза я был в Версале, 3 раза я не был в этом зале, потому что там шла большая реставрация, он был закрыт, поэтому у меня вот такая вот темная фотка, которую я стянул, не помню откуда, возможно, даже из Википедии. А это Версальская капелла. Это церковь. И вы видите ее с того самого балкона, с которого король слушал мессу. Он приходил сюда, он находился здесь, там внизу шла месса, а напротив него был вот этот вот орган. Это здание тоже построено Жюлем Ардуэном Мансаром для Луи XIV. Ну, а вот так вот выглядит партер Версальского парка вот в наше с вами время. Это, естественно, фотография с украинского дрона. Вот они, вот эти вот 2 зеркала. А здесь ведутся там какие-то ремонтные работы в фонтане Латоны. Ну и вот так вот выглядит французский регулярный парк. То есть все достаточно симметрично. Ну и необыкновенный, конечно, канал. Надо сказать, что к Версалю относилось при королях порядка 800 гектаров вот этой всей природы. Сейчас 90. То есть совсем маленькая часть того, что было раньше. Это вид на Версальскую оранжерею. Такая оранжерея была в замке Вуа-ле-Виконт, который мы с вами видели в самом начале у Николя Фуке. И это очень сильно понравилось Луи XIV, поэтому он тоже завел себе оранжерею. Здесь все. Здесь апельсиновые, мандариновые, лимонные, гранатовые деревья. Причем некоторым по 200 лет. Они все прячутся под террасу Версаля. Я вам покажу лестницу, которая как бы идет с этой террасы. Но на теплое время года их, конечно же, выставляют. И вы знаете, весной это такой аромат. Здесь погулять — это сплошное удовольствие. Вот, собственно говоря, эта лестница, которая вот за этой лестницей находится
оранжерея Версаля, но вот такие вот эпические лестницы в Версале, их раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Они очень широченные марши. Это главный газон, вот такой вот партер, который идет от Версаля к фонтану Аполлона, который, наверное, ну да, вот он. Фонтан Аполлона, он сделан по рисунку Шарля Лебрена, которого хватало абсолютно на все. И, конечно, это зрелище. На него надо смотреть тогда, когда работает фонтан. Это очень красиво, это просто необыкновенно. Это действительно, вот есть ощущение, что оттуда из воды Аполлон на этой квадриге, он оттуда именно выезжает. Ну и бросьте как бы вид на этот дворец с этого гигантского канала крестообразного. Я обожаю вот эти вот шпалерами постриженные деревья. Как бы, ну, во Франции это вообще везде. То есть в Париже это в Люксембургском саду, это Шанзелизе, Елисейские поля, где платаны вот постриженные вот этими шпалерами. Это безумно красиво. Ну и мы с вами в Большом Трианоне. Луи XIV говорил, что он построил Версаль для двора, дворец Марли для своих друзей, а Трианон для себя. Во второй половине жизни сюда он убегал от всех. То есть в какой-то момент, ну, наверное, каждый выгорает на работе. С ним, по всей видимости, это тоже случилось. Ему все чаще захотелось отдыхать от того окружения, в окружении которого, простите за тавтологию, он все время пребывает. Поэтому он убегал сюда. Этот дворец для него тоже построил Жюль Ардуэн де Мансар. Причем в данном случае король играл очень серьезную архитектурную роль именно в проектировке именно этого здания, потому что архитектор сначала предлагал высокие французские крыши с мансардами, как было положено. Вообще на этом месте уже был дворец. Был так называемый фарфоровый Трианон, потому что после голландской кампании Луи XIV здесь был построен дворец, который должен был символизировать победу Франции над Голландией. Поэтому это был деревянный каркас, который весь состоял из майоликовых плиточек, и он был с французской крышей. Но он быстро как бы пришел в негодность, его пришлось разобрать, и решили построить вот такой вот постоянный дворец, который стали называть или Большой Трианон, или Мраморный Трианон. Мраморный, потому что, опять же, использован вот этот вот мрамор из Пикардии и из Пиренеев. Но Луи сказал, что я не хочу высокие крыши. Я хочу итальянскую плоскую крышу, балюстраду, и чтобы это было вот все вот такое вот одноэтажное, скромненькое, маленькое шато. Ну вот так оно и получилось у него. И вот этот вот перестиль, как говорят, тоже как бы это он так решил, что так это должно быть, что в этом месте будет сквозной проход от входа в замок к парку, который находится с другой его стороны. Ну и вот, собственно говоря, сам парк. И здесь, что очень важно, здесь было огромное всегда количество цветов. И зимой, и летом. То есть зимой здесь выставлялись цветы в горшках. И, собственно говоря, в этом была фишка. Дело в том, что у многих дам в это время аллергия на некоторые цветы. Поэтому, когда королю иногда там некоторые барышни говорили: «Сир, почему вы не приглашаете меня в Трианон?» Он говорит: «Как что? Ну, у вас же аллергия». Поэтому как бы мы там с Франсуазой де Монтенон, никто нам больше там не нужен. Ну вот еще как бы как выглядит этот перестиль. Это вид на парк, уже как бы мы как бы прошли сквозь перестиль. Тоже опять же вы видите здесь подстриженные вот этими шпалерами деревья, конусообразные туйки. Ну и вообще все очень регулярненько, симметричненько, как и положено в французском парке. Ну, а это мы с вами уже идем немножко гулять по апартаментам. Это так называемый зеркальный зал, это один из самых старых залов дворца. Дело в том, что он все время перестраивался. Этот маленький домик любили все. В царствовании Луи XV здесь жила королева Мария Лещинская. При Луи XVI здесь никто не жил, но зато в следующее царствование при Наполеоне и в следующее царствование при Людовике XVIII, Карле X, при Луи Филиппе Трианон очень любили. То есть здесь жили всегда. И как бы здесь интерьеры всегда перестраивались и переделывались согласно веяниям эпохи и моды. И именно поэтому я вам показываю в Мраморном Трианоне спальню Наполеона Бонапарта. То есть Наполеон здесь реально жил,
когда он развелся с Жозефиной и женился на австрийской эрцгерцогине Марии Луизе, которая была племянницей Марии Антуанетты, кстати, французской королевы. Марии Луизе было приятно как бы переехать в Трианон, потому что это было связано как бы с памятью предков. И Наполеону здесь понравилось, и поэтому вот такая вот скромная спаленка была у хозяина Европы. А вот у его жены Марии Луизы вот такая вот шикарная и роскошная. Ну, потому что, опять же, как бы, хотя мы все с вами знаем, что Наполеон предал свою корсиканскую идентичность, но став настоящим французом, он решил, что он должен быть абсолютно галантен по отношению ко всем женщинам. Поэтому у его жены совершенно очаровательная спальня. Очаровательная до такой степени, что вот эту вот кровать полюбили абсолютно все французские монархи после Марии Луизы. Людовик XVIII даже с удовольствием на ней умер. Так выглядит салон Трианона уже 1840-х годов. Это эпоха, когда Францией правит Орлеанская династия, когда король Луи Филипп, его жена Мария Амалия, так называемый король-буржуа и его такая же буржуйская семья, как бы они пытаются вести себя как обычные французы, они гуляют по Парижу пешком, то есть они ведут такой достаточно демократичный образ жизни, ну и вот такая вот демократичная гостиная в стиле реставрации. Ну и все когда-нибудь заканчивается. В 1715 году умирает Луи XIV. Не буду вам рассказывать о всех трагедиях конца его царствования, там было все очень плохо. Там умирали дети, там умирали внуки, там были поражения в войнах, там была катастрофа с государственным бюджетом. В результате королем становится правнук Луи XV. Вот этот вот юноша считался самым красивым молодым человеком Европы своего времени. И он даже был помолвлен, и был такой проект поженить его и дочь Петра I Елизавету Петровну, которая еще не была и не планировала быть императрицей. Она была всего лишь навсего великой княгиней. Дело в том, что ему доложили, что как бы будучи дочерью как бы потомственного монарха, она, с одной стороны, она также является дочкой потомственной прачки Марии Скавронской, Марты Скавронской, извините, которую Петр I переименовал в Екатерину, которая даже 2 года после смерти Петра I была единодержавной российской императрицей. И Луи сказал, что я потомок Людовика Святого, вы что, с ума сошли? Как бы, ну и брак расстроился. Хотя на самом деле, как потом выяснилось, Елизавета Петровна была самой красивой женщиной своей эпохи. Но она нашла свое счастье в объятиях чудесного красавца из-под Чернигова Алеши Розума, которого мы все с вами знаем как граф Алексея Кирилловича Разумовского. Поэтому у нее все было хорошо, она тихонечко вышла за него замуж, так чтобы никто не знал. А Луи XV у нас наследует Версаль. Наследует Версаль сначала как юный король, который не правит, за него правит Филипп Орлеанский, принц-регент, и эпоха регенства так называемого. Потом все-таки он становится единовластным монархом, и вот буквально через 10 лет после вот этого портрета, который написал Жан Ван Лоу, а вот это вот Иоссен Триго пишет уже достаточно взрослого Луи XV, и вот здесь вот он уже у нас такой как бы король, прям король-король, начальник, большой начальник. Ну и я не могу вам не показать его знаменитый секретер, потому что это, конечно же, шедевр. Это шедевр французских мебельщиков, французских краснодеревщиков, потому что здесь все. Здесь инкрустированное дерево, здесь невероятное совершенно литье по бронзе. А еще здесь есть, знаете что? Вот представьте себе, это же все вот открывается, да? Куча ящичков, собственно, почему секретер, да? Там можно хранить все секреты. Там огромное количество тайников, которые только один человек знает, как туда как бы пробраться к этим тайникам. Ко всему этому, ну, по идее, должен быть свой ключ, да, так должно быть. Вот в этом секретере, чтобы вам не соврать, там порядка 40 ящиков. Но вот здесь вот тут, есть замочная скважина. И знаете, что есть у этого секретера? У него есть центральный замок. Вот в эту скважину вставляешь ключик, открываешь, все ящики открываются. Ну, вы же понимаете, что это первая половина 18 века. Это фантастика. Ну, и я вам хочу показать, конечно, здание оперы, которое строится вот в тупике как бы северного крыла Версаля. Так оно выглядит снаружи. А вот это интерьер.
Причем так интересно, королевская ложа не вот это место, она вот за этой решеткой. Если честно, я не знаю почему. Но вот король для себя решил, что он должен находиться за решеткой, как бы, и вообще делать вид, что его там как будто бы и нету. Есть гипотеза, связанная вот с чем. Царствование Людовика XVI, внука Луи XV, который мы только что с вами видели, очень многие театральные постановки официально были запрещены. Был запрещен Бомарше, «Женитьба Фигаро». Но при этом в Версале этот спектакль шел. Но короля на нем как бы не было. И он как бы этого не знал. За всем этим как бы чувствуется креатив королевы Марии Антуанетты. Поэтому, ну, в принципе, как бы это вполне может быть, но это не точно. Я вам хочу показать этот портрет. Это Марис де Латур, не путайте с Жоржем де Латуром, это разные художники. Показываю вам его потому, что в середине 18 века в моду входит пастель. Это не масло, это пастель. И когда мы с вами будем в Дрездене через, по-моему, 2 месяца, и мы будем смотреть с вами пастель Леотара «Шоколадница», это вот та эпоха, когда вот это страшно модно. А страшно это модно еще и потому, что в моду приходит рококо. Рококо приходит на смену барокко. Рококо приходит на смену вот этому пафосному большому стилю Луи XIV. Рококо как реакция на большой стиль. Если большой стиль это очень мужественный стиль, то рококо это очень женственный стиль. Даже мужской костюм, если вы посмотрите, там узкие плечи, там широкие бедра, там такие ляжки хорошие. То есть, ну вот все как тогда любили у женщин, но оно вот все у мужчин. Даже у маршала Ришелье, то есть страшно сказать, у него именно такая фигура на портрете. А я вам показываю женщину, которую вы все очень хорошо знаете. Ее звали на самом деле Жанна Пуассон, но вы ее знаете как маркизу де Помпадур. Маркиза де Помпадур была главной как бы, фавориткой Луи XV, и дело в том, что будучи совершенно гениальной женщиной как бы, при этом, она... Так получилось, что в 15-летие их совместных отношений, да, близких очень, она перебрала на себя вообще роль хозяина Франции. То есть она держала в руках финансы, она держала в руках внешнюю политику. То есть всем этим занималась она. Нет, у нее, конечно же, были и кардинал Флeuри, у нее был Шуазель совершенно гениальный, но она курировала вот это вот все. В какой-то момент она поняла, что ей даже удобно королю подбрасывать периодически новых пассий. Лишь бы он не мешал работать. Потому что как бы Франция это главное. Но для нее в Версале Луи XV строит так называемый Малый Трианон. Вот он. Его строит Жан-Анж Габриэль, архитектор этой эпохи, наверное, главный архитектор этого периода, совершенно потрясающий художник. Здесь были построены как бы вот эти вот павильончики, они были построены и раньше, как бы они построены для чего? Здесь было чудесно как бы пообедать днем, например, в уединении. А эпоха рококо – это та эпоха, когда уже неприлично как бы садиться есть, и чтобы все вокруг за этим наблюдали. Это уже как-то не модно, не молодежно, как бы, и в Версале всем вот этим вот не пользуются. Рококо – это очень интимный стиль. Это стиль, рассчитанный на маленькие компании самых приближенных людей. Модными становятся близкие друзья. И отношения с близкими друзьями. И очень модно близким друзьям многое позволять. Над собой шутить, подшучивать, подкалывать. К королю обращаться не ваше величество или сир, а по имени или к королеве. Как бы это тоже допустимо уже именно в этот период. И надо сказать, что вот это все тоже в какой-то степени сказалось на предпосылках революции, которая случилась именно во Франции. Ну и давайте подойдем ближе к Трианону. Это совсем маленькое шато, которое рассчитано именно на вот такое вот уединение, на уединение с друзьями. Этот замок выходит как бы вот этим своим фасадом на вот такой вот регулярный парк, в котором как бы и я тут засветился. И опять же, да, я вам это показываю еще из-за вот этих вот деревьев, потому что они здесь, ну, как-то очень необычно пострижены, хотя тоже шпалеры. А с другой стороны у этого, ну, это он же, вот, тут английский парк.
А что такое английский парк? Английский парк абсолютно природный. У нас в нашем с вами Крыму, в Алупке, можно увидеть пример вот этой вот дихотомии. Знаменитый Воронцовский дворец, который своим южным фасадом, который вот весь такой мавританский, выходит к морю и выходит к регулярному парку, он своим северным фасадом выходит на горы, на Айпетри, и он выходит английским фасадом в стиле Тюдор на английский парк. Что такое английский парк? Это парк, который реально протоптан людьми, собаками, кошками, козочками. То есть вот где проложили тропу, там ее и делаем. А все остальное, да, это клумбы, это газоны. То есть здесь вообще не идет речь о какой-то симметрии. Здесь речь идет о естественности. Да, грешен. Мы все это очень сильно любим. Гораздо сильнее, чем регулярные парки. Но когда есть возможность иметь и то, и другое, то, наверное, это тоже неплохо. Как это получилось, собственно говоря, в Трианоне, куда, я надеюсь, мы с вами сейчас зайдем. Но сначала я хочу вам показать вот это вот типичные такие апартаменты в стиле рококо. Это такой уже излет Луи XV. Это апартаменты его дочери мадам Аделаиды. У него было 5 дочерей. И знаете, несчастные тетки на самом деле, потому что они остались старыми девами. В середине 18 века в Европе какой-то был страшный неурожай на принцев, на серьезных принцев. А принцесс французского королевского дома не принято было выдавать замуж там, за каких-нибудь там мелкопоместных немецких князей. То есть, это не тот случай. А дочерей как бы много, и они остались в результате неудела, они все жили в Версале. У них у всех были апартаменты. Вот на их апартаменты ушла лестница послов, которую мы с вами уже сегодня видели в начале. И вот обратите внимание на то, как организовано это пространство. Берется одна ткань, и этой тканью затягивается все. Балдахин над кроватью, сама кровать, стены, ширма, экран камина. Кстати, иногда задают вопрос, что это за кровать такая странная? 2 версии. Версия первая. Медицина XVIII века считала, что спать надо сидя. Это очень полезно для здоровья. Но с другой стороны, мы знаем, что мадам Аделаида была невысокого роста, поэтому она, в принципе, и тут могла поместиться. Поэтому или так, или так. Почему такая высокая? Здесь раньше наверняка были ступеньки к этой кровати. Скорее всего, они были оббиты вот ровно такой же тканью. Вообще, вот эта эпоха, когда вот так это вот все делается, да? Я очень люблю этот анекдот знаменитый, исторический, когда императрица Анна Иоанновна собиралась устроить грандиозный совершенно бал. На бал были приглашены все, в том числе и великая княгиня Елизавета Петровна, которую мы с вами сегодня уже вспоминали, самая красивая женщина начала XVIII века, несостоявшаяся невеста Луи XV. Желая оскорбить принцессу, императрица Анна выяснила, из какой ткани Елизавете Петровне шьют платье. И когда она это выяснила, она приказала эту ткань всю скупить и всей этой тканью затянуть все стены, портьеры, шторы, то есть мебель, все на свете. Вот в том зале, в котором будет происходить этот бал. Ну и представьте себе, красавица Елизавета Петровна заходит, и все начинают тупо ржать. Потому что 18 век. А если бы она жила в конце 20 века, например, в 90-е, когда Палома Пикассо в красной шляпе, в красных перчатках, с красным рубином, в красном платье, в красных сапогах садится в красный автомобиль, оббитый внутри красным салоном Эдди Бауэра, это красиво. Вот с эпохой немножко не повезло. А это середина 18 века. И мы с вами переходим в царствование Луи XVI. Собственно, мы с вами на этом царствовании с Версалем закончим. Интереснейший был человек, вот из всей этой когорты там Луи XIV, Луи XV, Луи XVI, вот он меньше всего интересовался какими-то телесными радостями. Это все это все было не про него. Правда, очень любил хорошую кухню. А вот так изображали на парадном портрете его жену, королеву Марию Антуанетту, бывшую австрийскую эрцгерцогиню, лично знавшую Моцарта, кстати.
И Моцарт даже был эпизод во дворце Шönbrunn, когда маленький Моцарт, там отец же Леопольд его возил как бы по всем дворам, деньги зарабатывал. И вот он играет, значит, и все так радуются, и больше всех аплодировала маленькая принцесса Мария Антуанетта. Она так искренне аплодировала Моцарту, что он сказал, что сударыня, а Моцарту, представьте, ему 6 лет, да, он говорит, вы знаете, это было так замечательно, так восхитительно, я так вами восхищен и поражен, как человек честный, я считаю себя обязанным на вас жениться. Ну, все, конечно, посмеялись непосредственности этого ребенка, а барышня стала женой Луи XVI. Интересно в этом портрете вот что. Она такой не была никогда. И наверняка, увидя этот портрет, она сказала, уберите это и никогда мне больше не показывайте. Это библиотека ее мужа Луи XVI, который, в отличие от своих предков, очень интересовался чтением. Очень любил почитать, и он, в принципе, первый, кто из этой библиотеки сделал таки библиотеку. Потому что до него там несколько книжек как бы лежало, безусловно, там читали там какие-то фолианты, какие-то вещи, какую-то там теологическую литературу. Но так, что прям целая библиотека появляется только при Луи XVI. А вот королева Мария Антуанетта, она на самом деле была такой. И этот портрет пишет ее очень хорошая подруга, художница, женщина, Элизабет Вижели-Брен. Они дружат всю жизнь, и королева очень любит портреты ее работы, и королева себя видела вот такой. И, скорее всего, такой и была. Вообще, у Стефана Цвейга есть совершенно потрясающий роман, посвященный этой женщине, который, по-моему, называется «Портрет ординарного характера». Потому что чудо этой женщины состояло в том, что пока все было хорошо, пока было все замечательно, она была самой обычной женщиной, которая хотела рожать детей, как бы вести спокойный образ жизни, покупать бриллианты, хорошо одеваться. Кстати говоря, как бы при ней появляется модистка мадам Роза Бертен, которую все называют министром моды. Роза Бертен – модистка королевы. Королева по 12 часов стоит на примерке. И не пикнет даже. Стоит как зайчик. Как бы над ней вокруг, значит, колдует Роза Бертен. Причем Роза Бертен, она потом стала министром моды и у Жозефины Багарне, жены Наполеона I. Так вот, эта женщина меньше всего на свете хотела быть королевой Франции. Но когда случилась революция, она ею стала. То есть в ней вдруг этот стержень внутренний, он откуда-то взялся, и она стала себя вести именно как монархиня. И она стала принимать решения как ответственные, как глава государства. Но было поздно. А я вам почему показываю каретный гараж? Потому что это была радость и наслаждение ее мужа, Луи XVI. Который больше всего на свете любил что-нибудь мастерить. У него в Версале была мастерская, он занимался столярным делом, слесарным делом, что он только не делал. Там кому-нибудь часики починить, там замочек куда-то вставить. Вот опять же, как бы с каретами повозиться. То есть вот это то, чем любили заниматься эти люди. То есть это эпоха рококо. Вот, а это я вам как раз показываю музыкальный салон уже в Малом Трианоне, вот в том маленьком замке. Малый Трианон был построен так, чтобы гости королевы, которые были сюда приглашены, а Трианон Луи XVI отдал Марии Антуанетте, и она, в принципе, большую часть своей версальской жизни проводила здесь. Версаль она ненавидела. Двор не любил ее, она не любила двор. Она старалась уединиться здесь, она дружила с младшими братьями короля, у нее были подруги, принцесса Ламбаль, герцогиня Полиньяк, которые были допущены сюда. Все, вот этот был маленький круг, такой малый совнарком королевы. И королева была прекрасным музыкантом, она играла на арфе. И вот эта арфа, это родная арфа Марии Антуанетты, которую здесь она играла как бы своим гостям. И здесь все было устроено так, чтобы королева и ее гости не пересекались с персоналом. Здесь хитроумная система подъемных столов поднимала в гостиные сервированный стол и опускала стол, который уже был не нужен. И никто здесь не пересекался с прислугой, поэтому здесь были очень как бы вольные нравы, и Бог знает, что здесь творилось, но, по всей видимости, что-то очень приличное, потому что на самом деле все то, что приписывают ей, ее окружению, это не больше, чем злые языки и завистники. Это спальня королевы в Трианоне.
Маленькая спальня, которая так сильно отличается вот от той вот парадной, огромной кровати под балдахином, которая чуть ли не трон, на которой королева должна была рожать. А здесь она реально жила. А так выглядит сверху деревня королевы. Амо де ла Рене. Что это такое? Королева начиталась Жан-Жака Руссо. А Жан-Жак Руссо призывал к жизни на лоне природы, к естественности, чтобы ты просыпаешься, раздергиваешь шторы, а у тебя там солнышко, на зеленом лугу пасутся овечки. То есть вот такая вот пастораль в стиле рококо. И это как бы один из трендов этой эпохи. И, конечно, все уважающие себя люди пытаются заводить деревни, и королева Мария Антуанетта не первая. То есть эти деревни, в принципе, уже есть так по Европе немножко. Единственное, что если другие, как бы, имевшие вот такие вот деревни, они туда приходили просто погулять, то королева здесь реально жила. Вот, собственно, ее домик, в котором она жила. Мы на него посмотрим и поближе. Здесь такая вот крытая галерея, а вот в этом домике бильярд. Очень модная игра в этот период. Здесь у королевы жили настоящие крестьяне. Эта деревня построена в стиле французского севера, в стиле вот таких вот нормандских и даже фламандских немножко домиков. Сюда переселили реальных крестьян, которых королева знала по имени, которым дали возможность вести хозяйство. То есть здесь был управляющий, который как бы им всем помогал, за этим всем следил. То есть, в общем-то, здесь была своего рода коммуна, можно сказать. Ну, вот он, этот домик королевы, это он сфотографирован с другой стороны. То есть, к сожалению, сейчас туда внутрь не пускают. То есть там, опять же, при Наполеоне I, при императрице Марии Луизе, там были переделаны апартаменты, чтобы там тоже можно было пожить. Как бы. При Марии Антуанетте там все было очень сильно по-крестьянски, а не весь тот ампир, который там наградил Наполеона и его вторая жена. Но здесь, что самое важное, здесь огромное количество цветов. Здесь куча цветов. Здесь тюльпаны, здесь розы, здесь лаванда, здесь все на свете. Здесь стоит такой аромат, что оттуда просто не хочется уходить. Ну вот как бы вот такая вот водяная мельница. Посмотрите, сколько цветов. Что интересно, как бы, вот в горшках вот это вот все стоит, то есть все как мы любим, да, вот этот Прованс здесь начался. Во-первых, как бы это все подновляют, но подновляют как? Состаривая. То есть должен быть вот этот вот флер старины, как бы он все равно должен быть на этих зданиях, на этой крыше. То есть оно все вот такое вот, ну, совершенно аутентичное. Ну вот тут немножко как бы вот этих вот домиков я вам покажу, это молочная ферма. Это молочная ферма, здесь реально как бы доят, королева учится доить корову, как бы ее научили, она это умела прекрасно сделать. В этом месте происходит революция в моде. Королева отказывается от корсажа. У ее подружек Ламбали Полиньяк, у них был просто шок, когда они однажды сюда к ней пришли, а Маша без корсета. То есть у нее просто широкая юбка и широкая батистовая рубашка. Они сказали, как ты не одета? Нет, не, я одета. И вообще сказала королева, так будут одеваться люди будущего. Поэтому, в принципе, это она первая как бы вас освободила из этих страшных оков. Ну и, конечно, молочко здесь коровы давали. И вот такой вот чудесный домик здесь. Вы знаете, страшная история. Когда случилась революция, и короля с королевой увезли из Версаля, сюда пришли санкюлоты, которые сказали, что мы вот боремся за то, чтобы не было богатых, чтобы все были бедные. Поэтому вот всех тех крестьян, которые здесь жили, они их всех скопом взяли и выгнали отсюда. И эти люди остались без хозяйства, без домов, без ничего. То есть это твои родные, тебе как бы такие же, как ты, представители третьего сословия. Но люди приходили и говорили, не, уходите, все. Вы служили королевской семье, вы служили королеве, поэтому вы недостойны того, чтобы иметь здесь вот такое вот чудное жилье. Очаровательные домики, все это, конечно, волшебно, все это очень красиво. Незадолго до революции, когда уже сильно очень упал авторитет королевской власти, Вижель Лебрен пишет своей подруге королевы вот этот вот портрет с детьми. И вот на этом тоже портрете это очень честный портрет. С одной стороны, мы видим королеву-модницу, да, она такой была. Она действительно была модницей. Но, ко всему прочему, это была прежде всего мать. Ее интересовало прежде всего вот это. И когда ты читаешь литературу всю, связанную с
концом этого царствования, когда ты понимаешь, что во время вот всех этих перипетий с революцией, когда их перевозят в Париж, сначала в Тюильри, потом в Тампль, судят мужа, у нее умирает младший ребенок. То есть как это все мог выдержать живой человек, женщина, да, которая всю свою жизнь как бы, она провела свою жизнь как стрекоза. И вдруг это все заканчивается. То есть, это страшно, это ужасно. И жалко ее безумно. А вот это вот как раз так выглядит молочная ферма королевы вот здесь. И надо сказать, что абсолютно все обращают внимание на то, что вот на этом столе, а на этом столе как бы выдавали молоко. Королева молоко не продавала, она его выдавала всем желающим. То есть если кто-то хотел прийти из Версаля, вот даже из придворных, вот сюда можно было прийти, за молоком, она с удовольствием как бы этим молоком делилась. Но смотрите, что здесь интересно. Обычно принято считать, что монархи зациклены на себе. Но посмотрите, какая монограмма выбита на мраморе вот этого стола. Это буква «Л». Да, ее мужа зовут Луи. Но это «Л» не мужа. Это «Л» сына. Потому что сына тоже зовут Луи. Потому что для мамы самый важный мужчина на свете – это даже не муж. Это, как правило, сын. И у королевы, по всей видимости, это было именно так. Но, к сожалению, мальчик закончился очень рано. И я не помню, я, по-моему, рассказывал уже, да, что в аббатстве Сен-Дени в хрустальном кубке, я сначала думал, что это засушенная роза. А потом, когда я как бы прочитал, что там написано, это было засушенное сердце Людовика XVII, сына Марии Антуанетты и Луи XVI. Вот. Ну и говоря о розе, я вам не могу не показать розу Версаля. В 20 веке была выведена роза, которая вот в ее лепестки внутри они алые, а сверху они белые. Алой была горностаевая мантия королей, белое знамя Франции времен Бурбонов. И эта роза носит название именно роза Версаля, Шато дю Версаль. Ну и, собственно говоря, на этой красоте я хочу сегодня закончить. Как говорили древние римляне, дикси.